Пожалуй, самый яркий заголовок, пришедший к нам из США за последние дни, звучит так. Дональд Трамп перенес дедлайн для Владимира Путина, и теперь конкретные шаги по достижению мира ожидаются не через 50 дней, а через 10-12, что на момент выхода ролика составляет плюс-минус неделю. А вчера Трамп и вовсе прыгнул на Индию и, кто бы мог подумать, на Дмитрия Медведева. Индию Трамп, как выяснилось, совсем не котирует и предлагает ей совместно с Россией загубить свои экономики. Медведеву же, который, цитирую, думает, что он все еще президент, Трамп посоветовал фильтровать базар. И вот где-то между всеми этими вербальными активностями Трамп объявил следующее. Отныне с Путиным он не разговаривает. Потому что не о чем. Потому что разговоры с Путиным не приводят к искомым результатам. Открытие Трампа относительно разговоров с Путиным не такое уж и занимательное. За полгода можно было бы догадаться, что тебя, слегонца, немножко так чрезмерно водят за нос и выставляют вселенским простофиль. Занимательно тут другое. Почему именно сейчас? Почему сейчас нужно столь брутально трубить, что Путин тебе больше уж совсем-совсем не друг? Хотя давно очевидно, что вся эта история с дружбой, торговлей и переговорами о мире ни к чему привести не может. Дело все в том, что у Дональда Трампа проблемы на домашнем фронте. Его обвиняют в сокрытии важных документов, которые он сам обещал обнародовать и до переизбрания, и уже после возвращения в Белый дом. Так называемые списки Эпштейна. Сегодня вспомним и о самом деле Джеффри Эпштейна, и о стратегии затопленного пространства Стива Беннона, которая гласит, что максимально возможное производство скандальных инфоповодов способно затмить любой, без разницы насколько большой, компромат. Тем более нам это интересно, поскольку сейчас, видимо, тот случай, когда стратегия эта не срабатывает. Недавно администрация Трампа объявила, что не будет публиковать никакие материалы из дела Джеффри Эпштейна, хотя еще несколько месяцев назад активно обещала это сделать. Взбудоражилась вся страна. Дело Эпштейна все активно обсуждают уже не первый год, и подробности в документах должны были быть интригующими. Дело Эпштейна, если вы не знаете, про педофилию. Джеффри Эпштейн был богатым финансистом и крутился в обществе американской элиты. Первый раз его осудили за секс с несовершеннолетней еще в 2000-х, но тогда он каким-то образом отделался легкой сделкой со следствием и отсидел 13 месяцев. А вот в 2019 году ФБР арестовали его во второй раз, и перспективы были уже не такие радужные. Эпштейна посадили в нью-йоркский СИЗО, где он и повесился спустя всего 2 недели. Естественно, вокруг его смерти закрутилась конспирология. В обществе в целом это просто вылилось во фразу «Эпштейн себя не убивал». Но на правом фланге, да и не только там, появилась версия, что Эпштейна убили, чтобы он не раскрыл неких своих клиентов. Клиентами должны были быть, естественно, политические оппоненты. Для правых это Билл Клинтон, Барак Обама, Тейлор Свифт, темнокожая воук-русалочка и, в принципе, все демократы как класс. Ведь вся эта элита Вашингтона и Голливуда летала к Эпштейну на остров, который, надо сказать, существует в реальности, и совершали там, значит, противоправные действия. Ну и для сокрытия всего этого дела Эпштейна и прикончили. Президентом через 1,5 года стал Джо Байден, который никаких указаний публиковать что-либо не давал. Трамп, избираясь на новый срок в 2024 году, это использовал. Говорил, что обязательно вернется в овальный кабинет и все опубликует. Все тайное станет явным. Все клиенты Эпштейна будут опозорены и посажены в ГУЛАГ в Колорадо. Вы только за Трампа проголосуйте. Ну, проголосовали. Трамп избрался. Директором ФБР стал Кэш Патель, который раньше утверждал, что список есть и его хранят. А генпрокурором стала Пэм Бонди, которая еще в феврале говорила, что список буквально уже лежит у нее на столе и ждет проверки. Наступило 7 июля, и Министерство юстиции Бонди официально заявило: никакого списка нет. Эпштейн никого не шантажировал, клиентов не было, публиковать нечего. На то мы порешили. Патель тоже, кстати, с грустным выражением лица в интервью заявил, что списка так и не нашлось. Казалось бы, при чем тут Трамп? Ну, во-первых, он президент. Он начальник генпрокурора и на полшишечки начальник директора ФБР.
Трамп вполне руководит процессом расследований и может давать указания. Например, зимой он приказал спустить на тормозах процесс против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который попался на коррупции. Да и в целом, все в администрации Трампа никогда не забывают упомянуть, что именно Трамп главный босс и руководитель. Через слово вставляют, что выполняют указ президента Трампа или президент Трамп разрешил. Словом, в том, что списки Эпштейна не стали публиковать, виноват сам Трамп. А во-вторых, Трамп с Эпштейном были братанами. Сам Трамп это активно отрицает, но все в курсе. Их совместные фото публиковались еще давно. А неделю назад телеканал CNN раздобыл видео аж из 1993 года со свадьбы Трампа и его первой жены, где Эпштейн гость. Есть и другие видео из 90-х, где они мило общаются. В 2002 году Трамп назвал Эпштейна отличным мужиком и выдал важный комментарий. Он, говорит, любит красивых женщин, так же, как и я, и многие из них помоложе. Ну а еще Трамп летал на самолетах Эпштейна из Нью-Йорка во Флориду. Доказательству их дружбы посвятила материал газета Wall Street Journal, опубликовав эксклюзив об альбоме с поздравлениями, который подарили Эпштейну на его 50-й день рождения. Среди прочих, поздравления написал и Дональд Трамп, причем с особыми выражениями. Цитирую. «Пусть, говорит, каждый день будет новым чудесным секретом, а также загадки никогда не взрослеют». Все это было написано внутри рисунка обнаженной женщины с подписью Трампа. Когда Трампа об этом рисунке спросили, он сказал, что это вообще не его рисунок, и он в принципе ничего не рисует. Но журналисты после этого, естественно, нашли кучу других рисунков Трампа, некоторые даже продавали на аукционах. Весело у них там, конечно. Так. Наконец выяснилось, что некоторое время назад генпрокурор Бонди лично сообщила Трампу, что в документах дела Эпштейна имя Трампа присутствует, что также узнали журналисты Wall Street Journal. Дело, конечно, в том, что само по себе это ничего не значит. Список клиентов-педофилов по-прежнему существует только в слухах, а документов у Эпштейна было множество. Все-таки он был богатым человеком с кучей связей. Но опять же, оказывается, Трамп сам там хотя бы номинально упоминается и разрешил никакие файлы не публиковать. Подозрительно! Если вы меня давно смотрите, то знаете, как я отношусь к теориям заговора. По умолчанию верить им не надо. То, что Трамп с Эпштейном когда-то дружили, еще совершенно не значит, что первый обязательно летал на остров и уж тем более растлевал там детей. Но вот в американском магодвижении людей, которые смотрят канал Максим Кац, не так уж и много. Там конспирологию любят и уважают, а потому поведение Трампа в последний месяц вызывает у маговцев жуткие подозрения. Виноват, конечно, и сам Трамп. Он прекрасно знал, что делает. Трамп, чтобы мы не думали, политик эксцентричный, но мыло не ест. И склонность американских правых к конспирологии он активно использовал. Речь не только об Эпштейне, но и о других заговорах. Трамп, например, поддерживал настроение своих сторонников, уверенных, что мировые элиты, глобалисты, коммунисты, масоны, либералы, в общем, все в сговоре пытаются обмануть простого американского работягу. В этом смысле дело Эпштейна, его преступление и загадочная смерть складывались в особенно приятную теорию заговора. Ведь как было бы классно, если бы оказалось, что на самом деле все эти ненавистные элиты – преступники, извращенцы и педофилы. Наверняка там, в файлах Эпштейна, лежит список всех наших врагов и доказательства их злодеяний. А власти скрывают. Но фишка конспирологов в том, что если им чего-то очень хочется, то они в это просто верят. Так случилось и здесь. Отказ публиковать файлы Эпштейна, похоже, первый раз, когда ядро избирателей Трампа искренне на него разозлилось. Ведь у Трампа за 10 лет в политике сложилась репутация тефлонового дона. Что бы он ни натворил, огромный процент республиканцев будет горой за него стоять. То, что стало бы скандалом для любого демократа или для республиканца прошлой эпохи, для Трампа обычный вторник. Мощное проседание в рейтингах у него случилось, разве что после атаки на Капитолий в 2021 году. Но и тогда в итоге все вернулось в норму, и новый президентский срок он выиграл. Тут же все иначе. Конспирология про Эпштейна укрепилась в сознании республиканцев, и многие продолжают настаивать на публикации файлов. Раскол пошел даже в Конгрессе, в республиканской партии.
Конгрессмены, включая глав комитетов, настаивают на публикации документов и выпускают официальные повестки на слушание сотрудникам Министерства юстиции. Повестку получила даже сидящая в тюрьме соучастница Эпштейна Гhislaine Максвелл, которая, кстати, готова дать новые показания, правда, при условии иммунитета от новых обвинений или вообще президентского помилования. При этом союзник Трампа, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пошел на экстренные меры. Он отправил всю палату в отпуск, чтобы там не приняли никаких резолюций о публикации файлов. А резолюции прошли бы с комфортным перевесом, ведь демократы в Конгрессе за всей этой руганью в другой партии наблюдают с огромным удовольствием и поддержат любые публикации документов, поскольку Трампу это не нравится и навредит. В республиканских медиа настроения схожие. Некоторые популярные мага-блогеры линию партии и правительства приняли и тему Эпштейна отпустили. Другие, например, журналист Такер Карлсон, бывший стратег Белого дома Стив Беннон и подкастер Бенни Джонсон, продолжают освещать файлы Эпштейна и призывают их обнародовать. Против Трампа обернулся даже шаман Куанон, тот самый сторонник Трампа, который участвовал в захвате Капитолия в 2021 году в меховой шапке с рогами. И за участие в атаке он получил тюремный срок. Так вот, этот шаман на днях накатал несколько злых твитов про Трампа. Тот, мол, тоже участник заговора и предатель, но затем удалил аккаунт. Причина всего этого скандала внутри республиканцев в том, что, похоже, борьба с элитами и либералами, теории заговора о сатанистах и круговерти педофилов для ядерных правых все-таки важнее, чем личность самого Трампа. Да, Трамп добился практически религиозного поклонения на этом фланге республиканцев. Но сделал он это, потакая их фантазиям и убеждениям в течение 10 лет. Поэтому теперь, когда Трамп внезапно перестал поддерживать их идеи, они президента ощущают предателем и готовы на него ополчиться. Чтобы бороться со скандалом вокруг дела Эпштейна, Дональд Трамп решил использовать проверенный годами метод переключения внимания и использовать при этом упомянутый в начале прием бывшего главы своего штаба Беннона – стратегию затопленного пространства. Но насколько Трампу это вообще удается? Насколько удается затопить пространство, переключая внимание то на тюремное заключение для Барака Обамы, то на секретные файлы ФБР, обнаруженные в тайной комнате для сжигания документов, то на убийство Мартина Лютера Кинга, то на пошлины для Европы, то на Путина и мир в Украине. Пока не особо похоже, что удается. Пока похоже, что мы наблюдаем удивительную картину. Человек, пришедший к власти на чистой конспирологии, умудрился стать жертвой адептов этой самой конспирологии. Похоже, людям не в такой степени важно, что большой красивый закон Трампа лишит миллионы американцев медицинской страховки. Не в такой степени важно, как тарифная война со всем остальным миром разгонит инфляцию и сделает каждого американца ощутимо беднее. Вот это все оказалось полной ерундой. Вот такие новости можно было перебивать кустарными сенсациями по типу «Я дал Путину 10 дней вместо 50». Но когда лидер придает теорию заговора, на который, собственно, к власти и пришел, когда получается, что он и есть та самая элита, которая скрывает от граждан страшную правду о насилии над детьми, это для его избирателей оказывается реально чувствительным. И перебить подобное не так-то уж и просто. Мы тут не лезем в американские дела, а мы на чужом примере рассуждаем о будущем своем и своей страны. И горькая, но очевидная истина, которая следует из истории Дональда Трампа, говорит нам вот о чем. Да, мерзейшая конспирология, призванная затронуть самые глубинные струны души ваших избирателей, призванная убедить их, что ваши оппоненты только и заняты тем, как бы покуситься на половую неприкосновенность детей, такая конспирология может работать на большие массы избирателей. Может даже в какой-то момент вас к власти привести. Беда будет дальше. Беда будет в тот момент, когда вы к власти таки придете, и у вас уже не получится ссылаться на «власти скрывают», ведь власти теперь это вы сами. Тогда в самой большой степени обманутыми почувствуют себя именно те, кто был ядром вашей поддержки. Те, кто был готов поверить в коварный замысел. Дескать, люди приходят к власти только и исключительно для того, чтобы делать самые страшные и аморальные вещи. Для того, чтобы, как в случае с конспирологией Эпштейна, систематически насиловать детей. Тогда для ядра вашей поддержки главным насильником детей станете вы сами. И без разницы,
Было ли насилие и существовали ли вообще дети, о которых идет речь? Урок на сегодня не для диктаторов, а для всех. Не используйте мерзейшие теории заговора против своих оппонентов. Ведь вы начнете настолько плотно с этой мерзостью ассоциироваться, что в первую очередь навлечете на себя ненависть самых ярых своих сторонников. И мало не покажется. До завтра.